Как правило, войны начинаются из-за алчности и тщеславия мужчин. Но в истории нередки случаи, когда война начиналась из-за женщин. Испокон веков мужчины завоевывали женщин в бою, сражались на рыцарских турнирах, вызывали друг друга на дуэли. А красавицы знали, что их красота – страшная сила, и умело пользовались ей в корыстных целях. Неудивительно, что прекрасные дамы становились поводом для начала многих кровопролитных войн. Кто-то считает, что дамы были подстрекательницами войн, кто-то называет их жертвами. Выводы вы можете сделать из этого видео. Самая известная искусительница древности – это Елена Троянская. Троянский царевич Парис, воспитанный нимфами, пользовался успехом у женщин. Ему благоволила даже богиня Афродита, пообещавшая ему любовь самой прекрасной женщины. Но в своей первой дипломатической миссии Парис пренебрег законами гостеприимства и увез из Спарты жену царя Менелая Елену Прекрасную. Узнав о бегстве Елены в Трою, униженный муж решил вернуть жену и отомстить ее любовнику. В результате началась многолетняя война между греками, союзниками Менелая, и троянцами. Троянцы стойко сражались за честь принца и его избранницы, но благодаря хитрости Одиссея, построившего деревянного коня, Троя была захвачена и стерта с лица земли. В той войне полегли великие герои Гектор и Ахиллес, сам Парис тоже погиб от отравленной стрелы, а Елена выжила. По одной версии ее изгнали на остров Родос, по другой она вышла замуж за брата Париса Диефоба. Не менее известна обворожительная египетская царица Клеопатра. Она была умна, расчетлива и не гнушалась вести с родственниками гражданские войны за власть. Ради власти она уничтожила своих братьев и сестер и хитростью пробралась к знаменитому полководцу Юлию Цезарю. Зрелый военачальник, как юноша, влюбился в умелую искусительницу Клеопатру и в ходе нескольких египетских сражений привел ее к власти. Но вскоре он сам погиб в Риме от рук недовольных его поступками заговорщиков. Недолго думая, Клеопатра нашла себе другого покровителя, Марка Антония, который также умер из-за этой роковой женщины. Затем, не вынесший позора, ушла из жизни и сама Клеопатра. Император Западной Римской империи Валентиниан III не спешил выдавать замуж свою старшую сестру Юсту Грату Гонорию. Она жила в компании евнухов, лишенная мужского общества, и к 30 годам даже не была помолвлена. Однажды она отправила верного слугу с запиской к вождю гуннов Аттиле. В своем письме Гонория просила Аттилу освободить ее от власти брата и прилагала кольцо в знак подлинности своих намерений. У Аттилы не было недостатка в женах и любовницах, но супруг Гонории мог претендовать на половину империи. Используя кольцо как доказательство помолвки, а саму записку как предлог, Аттила вторгся в Италию. Испуганные римляне хотели выдать ему невесту, но Валентиниан отправил сестру в Константинополь и выдал ее замуж за престарелого сенатора. Аттила развернул войска на Константинополь, но по пути он в очередной раз женился и скончался в брачную ночь от неуверенности. Дочь короля остготов Теодориха Амаласунта правила королевством в качестве регенши при своем сыне Аталарихе. Ее почитал и уважал сам император Византии Юстиниан. Когда сын Амаласунты вырос, то пошел в загул и вскоре умер. Чтобы сохранить власть, Амаласунта заключила союз с двоюродным братом Теодохадом, который предал эту женщину. Ее заперли в бане, полной горячего пара, где Амаласунта умерла. Разгневанный Юстиниан, с которым Амаласунта поддерживала дружеские отношения, в 535 году пошел войной на Теодохада, которая продолжалась долгие 19 лет. Королева Брунгильда была замужем за королем Австразии Сигибертом. Ее сестру зарезал собственный муж, правитель Нейстрии. Брунгильда попросила своего супруга силой возвратить несколько богатых городов, которые были приданым ее сестры. В результате Сигиберта убили, а его жену взяли в плен. Но Брунгильда сбежала и смогла вернуть себе трон. Намного позже, в 613 году, женщину обвинили в том, что она способствовала началу междоусобных войн между государствами и жестоко казнили. Граф Хулиана берег честь любимой дочери Флоринды Лакава как сокровище. Та жила в уединенном дворце с подругами и слугами. Однажды король вестготов Родриго, возвращаясь с охоты, попросился на ночлег. Девушка ему сразу понравилась, но к его словам о любви она была равнодушна. Тогда Родриго силой взял то, чего не мог добиться смирением. Отец граф Хулиана, узнав о бесчестии дочери, пришел в ярость. Он решил отомстить тому, кто надругался над Флориндой и его старинным родом. Когда 7000 арабских всадников под предводительством Мусы вторглись на Пиренеи,
Граф Хулиана открыл арабам ворота крепости, которая прикрывала вход на полуостров. Вскоре королевство визготов было захвачено, а король Родриго умер в первом же сражении. Из-за королевы Маргариты Наварской гибли десятки любовников и шли непрерывные войны. Уже в 16 лет эта девушка закрутила роман со зрелым герцогом де Гизом. Позже, после свадьбы Марго и короля Наварры Генриха Бурбона, последовала знаменитая Варфоломеевская ночь с кровавой резней гугенотов. После этого королеву преследовали лишь несчастья. Но даже в старости Марго пользовалась вниманием мужчин, и чем старше она становилась, тем моложе были ее любовники. Элеонора Аквитанская невольно стала причастной к событиям Столетней войны. Выйдя замуж сначала за будущего короля Франции, а затем за будущего короля Англии, она создала предпосылки для войны, которая длилась 116 лет, хотя и началась война через 133 года после смерти этой влиятельной королевы. Красавице Элеоноре досталось приличное наследство – герцогство Аквитания, Гасконь и графство Пуатье. Поэтому король Франции Людовик VI поспешил женить своего 17-летнего сына на 13-летней Элеоноре. Не успели молодые доехать до Парижа, как король скончался, и на престол взошел супруг Элеоноры. Сначала король крепко любил жену, и у них родились 2 дочери, но король был слишком набожен, а королева весела и энергична. К тому же династии требовался сын, и под предлогом дальнего родства брак расторгли. Через несколько месяцев 28-летняя Элеонора вышла замуж за Генрика Плантагенета, который спустя год стал английским королем. После ее брака англичане смогли претендовать на половину французских земель. Элеонора родила Генриху 8 детей, но, подняв мятеж против супруга, до самой его смерти жила заточенной в одном из замков. Как говорил последний царь Трои Приам, любовь – самая возвышенная причина для войны, во всяком случае более благородная, чем стремление захватить чужие земли и богатства. Но история учит нас тому, что бескорыстной любви высокопоставленных женщин не бывает.